Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. А сегодня на обзоре новинка от фирмы Great Wall Hobby. Американский штурмовик А10 модификации C в 48 масштабе. Коробка объемная, самолет большой и деталей много. Набор содержит литники с деталями, декаль, фотоотравление. Здесь коробочка приклеена, там металлический груз в нос модели. Инструкция для сборки. И схема окраски модели и нанесения декалей. Первый литник – это фюзеляж самолета, который состоит из двух половин. Есть прекрасная расшивка. Есть прекрасная внутренняя клепка. А также есть и внешняя клепка. Литник номер 2. Нижняя плоскость крыла совместно с нижней частью фюзеляжа. Элероны. На крыле, как и на фюзеляже, прекрасно проработана как внешняя, так и внутренняя клепка. Детализация супер и униз шасси. Сделаны отверстия под пилоны подвесного вооружения. Элероны можно установить как в открытом, так и в закрытом положениях. Верхняя плоскость крыла. Про элероны сказал, что они выполнены отдельными деталями. Как и рули направления. Литник со стабилизатором и килем. Киль самолета. Это деталь верхней части фюзеляжа. Стабилизатор. И руль высоты. Прям большой литник. На нем кокпит, кресло пилота, обтекатели двигателей, мотогондолы. Кабина пилота очень солидно сделана. Прям стачивать жалко будет. Ну, если, к примеру, 3D декаль клеить. Кресло пилота. Ремни, как я вижу, отлиты в пластике сразу. Мотогондолы двигателей. Два одинаковых литника с двигателями General Electric TF34G100 и колесом основной опоры шасси. Покрышка колеса выполнена в одну деталь. Есть имитация нагрузки. Есть надписи по бортам. Есть отличный протектор. Второй вариант для убранных стоек шасси, ну то есть самолет в полете. Диск отлит двумя частями и отдельно от покрышки. И на этом же литнике большое количество деталей для двигателей.
Сопла с двигателя с внешней клепкой. Литник с мелочевкой. На следующем у нас детали интерьера. Колесо передней опоры шасси, стойки шасси, створки, блоки стволов пушки. Стойки шасси. Передняя стойка. Колесо передней опоры отлито без диска, одной деталью. Ну, то есть не располовинено. Есть надписи на бортах, есть протектор, есть имитация нагрузки. Диск выполнен двумя деталями. Створки шасси с отличной детализацией. Пилоны для подвесного вооружения прекрасно проработаны, держатели отлиты отдельно. На данном литнике остановлюсь на приборной панели. Имитация приборов имеется. Есть также декаль на нее. Так, здесь у нас задний обтекатель антенны системы предупреждения о радиолокационном излучении и сопла двигателей. И остается много различных литников с подвесным вооружением. Вариантов подвески очень много. Все они даны в инструкции, причем со схемой, что и куда вешается. Из вариантов представленных есть подвесной топливный бак, бомбы GBU-12, 31, 38, ракеты АМ-9Л, AGM-65, семизарядный ракетный пусковой комплекс LAU-131A, подвесные контейнерные системы РЭП LAQ-131 и 184, а также AAQ-28 и 33. Так что выбор большой. Литники подписаны, что прям радует. Знаешь, что собираешь. И зачесались тут ниши шасси, видимо. Литник с прозрачными деталями. На передней части фонаря есть внешняя клепка. Шов, кстати, маленький, но есть. Продольный. Есть кусок металла для установки в нос модели, ну, чтобы модель не опрокидывалась на заднюю часть. Плата фототравления. Декали аж 3 листа. 5 вариантов окраски присутствует. Приборная панель. Много технической информации. На третьем листе техничка для подвесного вооружения. Инструкция для сборки прекраснейшая, цветная, толстая прям книжка. На развороте содержимое набора. И много-много шагов сборки. Схема подвески подвесного вооружения. Схема нанесения декали с техничкой.
Схема окраски модели и нанесения декалей напечатана на бумаге формата А3. 5 вариантов окраски. Выбирай и не хочу. Что это за черное пятно, я не знаю, честно говоря. Ну и, конечно, приобрести модель вы можете на нашем сайте itermodelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.